Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 24 октября. Поговорим о том, что нельзя делать Филиппа в день ни в коем случае, а также что нужно обязательно сделать, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие. Далее в этом видео. Друзья, прямо сейчас ставим лайк этому видео. Вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, с вас лайк, а с нас ценная информация. Итак, друзья, 24 октября. И в этот день православная церковь чтит святого апостола Филиппа, а также священнослужителя Феофана. Филипп был рожден в Кесарии Палестинской. Он был одним из первых последователей Иисуса Христа при его жизни. Он известен тем, что исцелял больных, мог творить чудеса и даже изгонять нечистых духов. В период гонения христиан он был вынужден отправиться в Самарийский город. Там Филипп начал проповедовать людям силу Христа и исцелять тяжело больных людей. Пораженные его чудесами, горожане отреклись от язычества и крестились. В народной традиции 24 октября этот день носил название Филиппов день или Филиппова канитель. Наши предки в этот день отправлялись на мельницу и мололи муку, чтобы сделать заготовки на зиму. Поэтому хорошей народной приметой считалось съесть на завтрак первым делом хлеб или выпечку. Это поможет со здоровьем. В народе этот день еще и называли днем Феофана. В это время из-за дождей становилось сложнее перемещаться по дорогам. Именно поэтому жители сел старались не затягивать с выездными делами. 24 декабря по народным приметам начиналась распутица. Дороги были в грязи, одним словом была канитель. Поэтому крестьяне стремились до Филиппова дня отвезти на мельницу зерно, поскорее его перемолоть, пока еще можно было проехать. Вы знаете, не только бездорожье имело название канитель, но и нитка золотого или серебряного цвета. Ее довольно сложно изготовить. Нить извлекали из проволоки, потом после раскручивали и снова скручивали. Дело было хлопотное. Приходилось пока не лениться, однако в вышивке оно смотрелось достаточно очень дорого и богато. К этому дню скот уже не выпускали из хлева, однако двери в него открывали, чтобы Филипп глянул на домашнюю скотину и загрязнил дорогу болезням и неприятностям. Существовало даже поверье, что после такого ритуала животные будут в целостности и в сохранности. 24 октября заканчивались и гуляния. Теперь все были заняты посиделками в доме, где женщины и девушки пряли, ткали и изготавливали различные амулеты, обереги, талисманы и читали магические слова. По традиции на Филиппов день было принято ходить на ближайший водоем. Наши предки верили, что если вода уже покрылась льдом и по нему пройтись, то следующий год выдастся благоприятным в финансовом плане. По другой версии в воду кидали монетку, и если встать спиной к воде и кидать денежку, то дела пойдут в гору и принесут прибыль. В этот день представительницам слабого пола стоит заняться рукоделием. Лучше всего начать вышить вышивку канителью. Как мы уже ранее сказали, это тончайшая нить, которую вытягивают из золотой или серебряной проволоки. К слову, отсюда родилось и понятие канитель из-за сложностей в производстве этой нити. И вообще любое хлопотное дело после этого стали называть канителью. По народной примете, если 24 октября наступить в яму с грязью, то тоже ждите прибыли. Кроме того, сегодняшний день следует посвятить собственному дому. Дом ваш должен быть чистым и убранным. Тот, кто нарушит это правило, весь год проживет в долгах, поскольку в его кошельке вместо денег будет один мусор. А человек, который родился 24 октября, будет сообразительным и легким на подъем. Ему во многом сопутствует невероятная удача и везение, благодаря чему он без труда добивается поставленных целей. В качестве талисмана подходит горный хрусталь.
Одним из самых строгих запретов этого дня, 24 октября, он был связан с огнем. Раньше люди верили, что игры с огнем накануне зимы могут привлечь нечистые силы, которые приведут с собой беды и несчастья. Как в любой церковный праздник, сегодня не нужно ссориться, конфликтовать, обижаться. Говорят, что если пойти в лес в этот день, то можно нарваться на смертельную опасность. Особенно это касается молодых девушек. В день Филиппа запрещалось откладывать дела на следующий день. То же самое касалось и планирования поездок. Поэтому проявите упорство во всех запланированных делах, чтобы достичь результата. А вот безделье приведет к неудачам. Также 24 октября нельзя чрезмерно увлекаться едой. Этот день плохо подходит для гастрономических экспериментов и чревоугодия. Если сегодня придерживаться простой здоровой пищи, то можно сохранить свое здоровье надолго. Считается также, что сегодня вороны могут наслать проклятие на любого, кто будет на них смотреть, даже если вы делаете это через окно. Поэтому игнорируйте этих птиц, и они смогут принести вам счастье и достаток в вашу жизнь. Также обращаем ваше внимание, 24 октября ни в коем случае нельзя пересчитывать свои финансовые запасы. Запрещается откладывать дела на потом. То же самое касается и планирования поездок. Также в день Филиппа, 24 октября, нельзя делать маникюр и педикюр. По народной примете можно срезать с ногтями и свое здоровье. После этих процедур о себе напомнят хронические заболевания. Также не стоит в день Филиппа и лениться. Сегодня надо проявить упорство во всех запланированных делах. Только так получится достичь нужного результата. Бездельников же будут ждать финансовые потери и неприятности во всех сферах жизни. Нельзя, чтобы 24 октября и на спящую незамужнюю девушку попадал лунный свет. Луна может забрать красоту, очарование и привлекательность. Парни перестанут обращать внимание и начнутся любовные проблемы. Возможен и разрыв с любимым человеком, постоянные конфликты и скандалы. Также, друзья, 24 октября не разрешается, чтобы в доме было пыльно и грязно. Сегодня надо навести повсюду порядок. Не только помыть посуду и полы, но и перебрать вещи, сменить постельное белье. Запрещено 24 октября есть сладости, иначе можно попасть в руки лжеца, который будет говорить лестные речи, а в итоге обворует или же втянет в какую-то именно рискованную аферу. Далее, друзья, мы с вами поговорим о денежном ритуале, который проводили наши предки в этот день, 24 октября. Брали корзину, на дно клали солому, сверху холщовую ткань, а после немножечко грязи и приговаривали следующие слова. Филиппова канитель будет полон мой кошель. Денег станет как грязи и богатства куча в запасе. Как грязище не перелопатить, так и скарба моего не истратить. Эту корзину нужно поставить к тому месту, где хранятся денежные запасы, ровно на 3 дня. После повесить на дерево в саду. Есть еще в этот день наши предки проводили и охранный обряд, потому что каждый хозяин в те далекие времена волновался о своей скотине, поэтому 24 октября проводили следующий обряд. Мужчина шел в коровник, гладил свою кормилицу от головы к хвосту и говорил следующие слова. «Моя коровушка, моя буренушка, я тебя от злого глаза заговариваю, чтобы все лихо мимо тебя прошло, чтобы холод и голод не мучил, чтобы ты здорова и крепка была. Аминь». Потом трижды ее крестил и уходил. Обязательно запирали хлев и запечатывали грязью порог. Друзья, эти обряды народные, поэтому вы именно 24 октября в этот день можете провести. Особенно охранный обряд, если у вас дома есть коровы, козы или овцы, потому что это все-таки наши кормильцы, которые нам помогают жить, потому что сейчас все-таки тяжелое время, а все-таки нужно беречь скотину и делать так, чтобы все у нас было хорошо. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии.
гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много ценной, важной, нужной, интересной информации. Всех вам благ, друзья, услышимся с вами в следующем видео.